Бахрам и рабыня. Поохотиться, порыскать захотел Бахрам по долинам травянистым, по глухим горам. В степь рассветную порою он коня погнал, и, пустив стрелу в Анагра, быстрота попал. Ровен с Муштари звездою в небе плыл стрелец. Муштари достал стрелою царственный стрелец, а загонщики из поля дальнего того стадо легкое Анагров гнали на него. И охотник нетерпением радостный томим сдерживал коня на месте, что играл под ним. Вот пускать он начал стрелы с тетивы тугой. В воздухе стрела свистала следом за стрелой. Промаха не знал охотник, прямо в цель он бил. Пробегающих анагров много подстрелил. Если есть анагр убитый и кувшин вина, полная огня жаровня алчущих нужна. Дичь степную настигали за стрелой стрела, и без промаха пронзали, словно вертела. Даже самых быстроногих шах не пропускал, настигал и мигом им у ноги подсекал. Шах имел рабу, красивую, равную луне. Ты такой красы не видел даже и во сне. Вся соблазн, и имя смута, иначе фитна, весела очарованием истинным полна. Петь начнет ли, на струнах ли золотых играть, птицы вольные слетались пению внимать. На пиру после охоты и дневных забот шах Бахрам любил послушать, как она поет. Стрелы – шахово оружие, струны – стрелы дев, как стрела пронзает сердце сладостный напев. Стадо спугнанных анагров показалось там, где земля сливалась с небом. Поскакал Бахрам по долине в золотистый утренний туман, сняв с крутой луки седельный свой витой аркан. На кольцо он пусковое положил стрелу, щелкнул звонкой тетивою и пустил стрелу. В бок анагру мчащемуся та стрела вошла, и, целуя прах добыча, на землю легла. За короткий срок он много дичи подстрелил, и не стало стрел, арканом прочих изловил. А рабыня, отвернувшись, поодаль сидела, от похвал воздерживалась, даже не глядела. Огорчился шах, однако слова не сказал. Вдруг еще анагр далеко в поле проскакал. «Узкоглазая турчанка», — шах промолвил ей, — «что не смотришь, что не ценишь местности моей? Почему не хвалишь силу лука моего? Иль не видит глаз твой узкий больше ничего? Вот анагр, он быстр на диво, как поймать его? От крестца могу я до гривы пронизать его». А рабыня прихотливой женщиной была, своенравна и упряма, и в речах смела. Молвила: «Чтоб я дивилась меткости твоей, ты копытца у анагра с тонким ухом с шеи». Шах ее насмешки слыша, гневом пламенел. Он потребовал подобный ветру самострел, и на тетиву свинцовый шарик положил, в ухо шариком свинцовым зверю угодил. С ревом поднял зверь копытца к уху на бегу, вырвать он хотел из уха жгучую серьгу. Молнией все осветивший выстрел шаха был, он копыта зверя к уху выстрелом пришил. «Обратись к рабыне. Видишь?» – он спросил ее. Та ответила: «Ты дело выполнил свое. Ремесло тому нетрудно, кто постиг его. Тут нужна одна сноровка, только и всего. В том, что ты сейчас копыта зверя с ухом сшил, лишь умение и привычка, не избыток сил». Шаха оскорбил, озлобил девушке ответ. Гнев его блеснул секирой, тем словам вослед. Яростно ожесточилось сердце у него, правда злобою затмилось сердце у него. Властелин, помедлив в гневе друга убивать, прежде чем ты вновь не сможешь справедливым стать. Дерзкую в живых оставлю, не найду покоя, а убить женоубийство дело не мужское, лишь себя я опозорю.
думал гневно шах. Был у шаха полководец, опытный в боях. Шах сказал: покончи с нею взмахом топора. Женщина позором стала моего двора. Нам не дозволяет разум кровью смыть позор. Девушку повез вельможа в область ближних гор, чтобы как нагар со свечки голову ее с тела снять. Привез рабыню он в свое жилье. Дева, слезы проливая, молвила ему: если ты не хочешь горя дому своему, ты беды непоправимой мудре не твори, на себя моей невинной крови не бери. Избранный и задушевный я Бахраму друг, всех рабынь ему милее, я их всех супруг. Я Бахрама услаждала на пирах досуг, я вернейших разделяла приближенных круг. Див толкнул меня на шалость, дерзок и упрям, сгоряча забыв про жалость, приказал Бахраму верную убить подругу. Ты же 2-3 дня подожди еще, сегодня не казни меня. Доложи царю обманно, что раба мертва. Коль обрадуют владыку страшные слова, о, убей Фитну тогда же, жизнь ей не нужна. Если же душа Бахрама будет стеснена сожалением, то бесследно обойдет беда. Ты избегнешь угрызений совести тогда. Кипарис судьбы напрасно в прах не упадет, хоть Фитна теперь ничтожна, но пора придет, за добро добром тебе я возмещу сполна. Ожерелье дорогое тут сняла она, полководцу 7 рубинов лучших отдала, а цена тому подарку велика была. Дань с Омана за 2 лета, полцены ему. Полководец внял совету мудрому тому, и не сделал ни на волос он вреда Фитне. Молвил: будешь в этом доме ты служанкой мне. Ни при ком Бахрама имя не упоминай. Наняли меня в служанке, всюду повторяй. Данную тебе работу честно выполняй. О тебе я позабочусь, не забуду, знай. Тайный договор скрепили, жизнью поклялись. Он от зла, она от ранней гибели спаслись. Пред царем предстал вельможа через 8 дней. Стал Бахрам у полководца спрашивать о ней. Полководец молвил: змею я луну вручил, и за кровь ее рыданием выкуп заплатил. Затуманились слезами шаховые глаза, и от сердца полководца отошла гроза. Он имел одно поместье средь земель своих, сельский замок, удаленный от очей мирских. В стройной башне над холмами высился отвес, омываемый волнами голубых небес. 60 ступеней было в башенной стене, кровля башни поднималась к звездам и луне. С сожалениями своими там всегда одна постоянно находилась бедная Фитна. В том селении корова родила телка, ласкового и живого принесла телка. А Фитна телка на шею каждый день брала, за ноги держа, на башню на себе несла. Солнце в мир несет весну и несет тельца. А видал ли ты луну, что несет тельца? Женщина же молодая, хоть и с малой силой, каждый день тельца на кровлю на себе вносила, за 6 лет не покидала дело. Наконец, стал быком 6-годовым маленький телец. Но красавица, чье тело легче лепестка, каждый день наверх вносила грузного быка. Шею нежную, как видно, груз не тяготил. Бык жирнел, и у рабыни прибывало сил. С полководцем тем сидела вечером одна, узкоглазая с душою, смутную Фитна. И 4 крупных лала, красных, как весна, из ушных своих подвесов вынула она. Молвила: ты самоцветы ценные продай, и когда получишь плату, мне не возвращай. Но купи баранов, амбры, розовой воды, вин, сластей, свечей, чтоб ярко осветить сады. Из жарких и вин тончайших, амбры и сластей
Пиршественный стол воздвигни в замке для гостей. Как приедет к нам властитель, ты встречать поди. На колени стань перед шахом, на землю поди, под узцы коня Бахрама хоть на миг возьми. Душу распластай пред шахом, позови, прими. Нравь хороший у Бахрама, ласковый, простой. Коль приедет он, довольны будем мы с тобой. Здесь, на башне, достающей кровлей облаков, пир устроим мы, прекрасней дарственных пиров. Если замысел удастся, то клянусь тебе, ожидает нас великий поворот в судьбе. Полководец самоцветов брать не захотел, ибо тысячи таких же ценностей владел. Из казны своей он денег сколько надо взял, царственный припас для пира скоро он достал. Все там было, чем богатый фарс и Индостан, птица, рыба, дичь, корица, перец и шафран, и райхан, и вин кувшины, и гора сластей, чтоб суфра благоухала амбры для гостей. Все хозяин изготовил и остался там ожидать, когда на ловлю выйдет Бахрам. В дни ближайшие делами утомленный шах поохотится, порыскать захотел в горах. Но пред тем, как он в ущельях дичи настрелял, дичи собственной добычей сам нежданно стал. Поутру он меж холмами ехал налегке и увидел зелень, воды, замок вдалеке. Густолиственный, тенистый он увидел сад, словно край, обетованный мира и услад. На ветру листва играет, утешая взгляд. Шах воскликнул: «Чье же это все? Кто же так богат?» Чуть селения властитель это услыхал, он у стремени Бахрама в этот миг стоял. На колени пал и землю он облобызал. Ласковый к рабам владыка, шах он сказал: «Здесь моя земля, тобою мне она дана. Пала капля из фиала твоего вина в дом раба, и благом стала для него она. Коль тебе пришлись по сердцу тень и тишина моего угла простого, тем возвышен я. Ты с простыми прост, природа счастлива твоя. Я молю, войди в калитку сада моего. Старому слуге не надо больше ничего. От твоих щедрот великих раб твой стал богат, и построил здесь я замок с башней до Плеяд. Башня свежими садами вся окружена, если шах на башне выпьет моего вина. Звезды прах у входа в башню будут целовать, ветер амбры вдоль покоев будет провевать. Муха принесет мне меду, буйвол молока. Понял шах чисторечивой речи старика. «Будь по-твоему, — сказал он, — нынче же приду отдохнуть после охоты у тебя в саду». И Бахрам со свитой дальше в поле ускакал, приказал хозяин слугам чистить медь зеркал. Все проверил, был порядок всюду наведен, словно рай коврами кровлю изукрасил он. Из диковинок индийских лучшие достал, из китайских и румийских лучшие достал, и ковер к ковру на землю прямо разослал, как песок по ним рассыпал адамант и лал. Вот, лавитный насладившись, подскакал Бахрам, и скакун худгальский шаха прыгал по коврам. Шах на верхнюю ступеньку лестницы встает, видит купола под башней несказанный взлет, свод высок, от Хаварнака он свой род ведет, пышностью он попирает звездный небосвод. А суфра благоухает розовой водой, амброй, винами и манит сладостной едой. И когда Бахрам свой голод сладко утолил, начал пир и в круговую винный ковш пустил. А когда он пить окончил грозный алый сок, капельки росы покрыли лба его цветок. Молвил он: «О, как радушен ты, хозяин мой! Чудно здесь! Твой дом обилен, как ничей иной. И насколько эта башня дивно высока,
что арканом ей обвили шею облака. Но на 60 ступеней этой высоты в 60 годов как станешь подниматься ты? Тот ответил: шах да будет вечен, и при нем ковричем гурия да будет и замзам вином. Я мужчина, я привычен к горной крутизне, и по лестнице не диво подниматься мне. А вот есть красавица, обликом луна, словно горностай султана, словно шелк нежна, но она быка, который 2 быков грузнее, каждый день на башню вносит на девичьей шее. 60 ступеней может с ношею пройти и ни разу не присядет дух перевести. Этот бык не бык, а дива, то не бык, а слон, жира своего громаду еле тащит он. В мире из мужчин сильнейших нет ни одного, кто бы мог хоть на 4:30 приподнять его, но быка того на плечи женщина берет и на кровлю башни вносит под высокий свод. Шах Бахрам от удивления палец прикусил. «Где ты взял такое диво?» Старца он спросил. «Это ложь, а если правда, это колдовство. И покуда не увижу чуда твоего, не поверю я». И тут же привести велел эту женщину. Мгновения ждать не захотел, вниз по лестнице хозяин быстро побежал, женщине быка косящей все пересказал. Сребротела я все раньше знала и ждала, и она готова с шахом встретиться была. Одеяниями Китая стан свой облекла, и своих нарциссов томность розам придала. Обольщениями сурьмою очи подвела, тайных чар огнями взора томные зажгла. Плечи, как свинцом, одела амбру и кудрей, локоны черны, как негры, на ушах у ней, родинка у ней индуса темного темней, рвутся в бой индус и негры, воинов грозней. Маковка в венце жемчужин южной глубины покрывала словно Млечный Путь вокруг луны, а в ушах они рубинов и камней зеленых превратились в буйный рынок, скопище влюбленных. Применила 7 она снадобий сполна, и как 2-недельная поднялась луна. Вот она к быку походкой легкой подошла, голову склонив, на шею чудища взяла, подняла. Ты видишь, блещет самоцвет такой под быком, при этом блеске, словно бык морской. Он бы мог на дне пучины по ночам пастись, и ступенька за ступенькой побежала ввысь женщина, и вмиг на кровлю круглую вбежала, у подножия престола шахского пристала, и, смеясь, с быком на шее перед ним стояла. Шах вскочил, от изумления ничего сначала не поняв, воскликнул: «Это наваждение сна!» Шея на пол опустила тут быка фитна, и лукаво подмигнувши молвила она: «Кто снести способен на земь то, что я одна вверх благодаря чудесной силе подняла?» Шах Бахрам ответил: «Это сделать ты могла, потому что обучалась долгие года, а когда привыкла, стала делать без труда. Шею приноравливала к грузу день за днем. Тут лишь выучка одна, сила ни при чем». А рабыня поклонилась шаху до земли и сказала: «Терпеливо истине внемли, ты за долг великой платой должен мне воздать. Дичь без выучки убита, а быка поднять выучка нужна. Вот подвиг совершила я, в нем не сила, в нем видна лишь выучка моя. Что же ты, когда анагра подстрелить умел, ты о выучке и слова слышать не хотел?» Милую по тем упрекам вмиг Бахрам узнал, с нетерпением покрывала он с луны сорвал, ливнем слез ланиты милый жарко оросил, обнимал ее, рыдая, и простить просил. Выгнал прочь и злых, и добрых, двери притворил, молвил: «Хоть тебе темницей этот замок был, я, послав тебя на гибель, убивал себя. Ты цела,
а я разлукой истерзал себя. Села дева перед шахом, как сидела встарь, и сказала: «О, смиривший смуту государь! О, разлукою убивший бедную фитну! О, сидением ожививший бедную фитну! О, свиданием ожививший бедную фитну! Пыл моей любви меня же чуть не задушил. Шах, когда с копытом ухо у анагра сшил, не пернатую стрелою, шариком свинца, небеса поцеловали руки у стрельца. Я же, если в сдержанности доброй прибыла, от любимого дурное око отвела, а всему, что столь прекрасно кажется для нас, нанести ущерб великий может вредный глаз. Я ль виновна, что небесный прилетел дракон, и любовь затмил враждебным подозрением он? Взяли за сердца Бахрама милые слова, он воскликнул: «О, как верно! О, как ты права! Был бы этот перл навеки камнем раздроблен, если б он слугою честным не был сбережен». И, признавши полководца, наградил его, и рукой, как ожерельем, шах обнял его. Как никто теперь не дарит из земных царей, одарил его и отдал целый город Рей. Ехал шах домой, весною реял над страной, сахар на перу рассыпал, в брак вступил с луной. И пока не завершили долгий круг года, с наслаждением в ласке с нею пребывал всегда. Аудиорассказы от Эдемы Элай.